Ребячки, hello, как говорится. 8 утра, офис компании Авито. Человек спит, ночная смена. Короче говоря, у них здесь бильярд, 2 спортзала, несколько кухонь. О, люди уже пришли. И еще много всего интересного. Что к чему, обзор. Поехали. Итак, ребятки, находимся почти в самом центре Москвы, станция метро Белорусская, офис компании Авито, штаб-квартира компании Авито занимает 6 этажей в этом бизнес-центре. Так, с первым делом у нас гардероб. Ух ты! Смотри, классная штука. Надо будет взять на тест. Гардероб есть на каждом этаже. Сразу ответим на важный вопрос. Где все люди? Ну, во-первых, 9 утра, а это зона столовой, то есть, еще не время обеда. А во-вторых, здесь, в этом офисе, гибридный формат работы. Хотите, работайте из дома, хотите, приходите в офис. 6 этажей в этом здании занимает офис Авито. И здесь можно рассказывать вот практически обо всем. Начнем с того, что мы находимся на 15 этаже. Роскошный панорамный вид на Москву. Это зона кафетерия. Штука, о которой мы начали рассказывать. Это механизм. Все работает, все действует. Зачем это нужно? Делаем вот так вот. Стол поднимается. Надежно. Ножки поднимаются. И вот он, пожалуйста. Третий стол поднят под потолок. Вот он, это стол. Место для каких-то активностей. PlayStation 5. Ну, в Авито с этим нет проблем. 2 джойстика, здоровенный телевизор, стойка для караоке, а корпоративы тут что надо? Будьте добры, пару фоток. Столовая, к сожалению, не работает. Находится на модернизации, но фрукты, овощи, снеки, летом мороженое, все бесплатно. Огурчики, что надо? Дальше. Оцените толщину двери. Сантиметров 5. Или даже 6. Мы вообще-то шли в ту сторону, но хотели вам показать переговорку. Ну, казалось бы, обычная переговорка. Ну, офисные знают, да? Сели, что-то там посовещались, но в Авито переговоры можно вести в том числе вот так вот. Это уже более приятный формат. Так, мы шли туда, но вот увидел еще кое-что интересное. Вот тот вот ящик, пойдем покажу. Так, сейчас, секунду. Чай, кофе, естественно, бесплатно. Пожалуйста. Самое интересное – это нижний шкафчик. Смотрите. Холодненький. О, это уже полезнее. Мюсли с орехом. И вот немножечко чайку. Так, вот еще интересный кабинетик. Еще. Нет. Знаешь, что это такое? Вот сюда. Это, ребятки, штатный невролог. В Авито следят за здоровьем. Сюда. Можно? Катерина? Как у вас классно! Не как в районной поликлинике, знаете ли. Здравствуйте. Можно пару вопросиков задать? Да, конечно. А как вы тут оказались, если не секрет? Меня пригласили сюда работать. Ага. Сотрудники, они искали офисного врача, и вот мы познакомились, друг другу вроде понравились. И вот так я стала частью этой большой семьи. Ну вот вопрос, это вот скорее такая фишечка у работодателей, или к вам действительно приходят сотрудники с какими-то вот проблемами? Конечно, обращаются, каждый день есть какие-то запросы, и совершенно различными способами пытаемся этот вопрос решить, не только с помощью лекарств, которые у нас находятся здесь, да, но и как-то используя еще какие-то физические привычки. Классно. Ладно, не будем отвлекать. Спасибо большое. Все. Прикольно. Спасибо. Так, что мы хотели? Куда мы шли? Зачем мы здесь? Идем туда. Так, 14 этаж здания. Здесь начинается самое интересное. Смотрим вот сюда. Люди работают. Рабочие места. Купе для поспать. Это индивидуальное рабочее место, можно залезть по лестнице и поработать. Еще одно рабочее место, и тут открывается... Короче, ребятушки, этот дизайн называется хюгги. Хюгги в переводе с датского это вот это вот. Давайте просто по кругу пройдемся.
это не какая-то декорация, это все по-настоящему. Переговорочка. Это вот в таком домашнем стиле сделано. И везде лежат быстрые зарядки для макбуков. Ограничений в оформлении рабочего места нет. Вот там были обычные рабочие места, а здесь вот необычные рабочие места. Повторимся, есть рабочие места, которые не заняты. Вы можете прийти совершенно свободно, сесть и поработать. Времени уже 11 час. Многие сегодня и не придут на работу, кто работал здесь вчера, потому что они или решили остаться дома, или работают на другом этаже, им там сегодня комфортнее. Вот, можете сесть и поработать. Здрасте. Это не ваше место? Алексей, привет еще раз. Привет. Расскажите, чем занимаетесь? Как Я оказался? фронтендер. Многие люди вот не понимают. Для них вот это фронтендер, это что-то вот ракета в космос полетела. Как-то вот конкретно, прикладная какая-то есть Да, история? Вот все, что вы на сайте видите, вы открываете сайтик, и все, что вы видите на сайтике, это относится к фронтенду. Я конкретно вот это и делаю. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 30. Так, и давно в Авито? Полгода. Нравится? Нравится. А до этого где, если не секрет? Алиэкспресс, Озон. Нифига себе, хороший послужной список. А вот то, что народу мало, это так всегда? Сегодня просто мало людей пришло, иногда тут прям битком набито. А сегодня что, среда? Ну, видимо, погода плохая. Скажи, а вот эти все плюшечки не отвлекают от нормальной работы? В процессе работы на них даже не обращаешь внимания, иногда там даже некими благами не пользуешься. Почему? Некогда, работать надо. Вот прям полно работы. Интересно, работать интересно. А, вот так вот даже? Конечно. Слушай, а трудно было попасть, скажи? Ох, навскидку у меня было 5 собеседований. 5 собеседований? Что-то вроде этого, да. А сам откуда? Сам с Волгограда. Классно. Ну, удачи тебе. И спасибо за время. Нифига себе тут у вас. Здрасте. Приятного аппетита. Вы из Питера? Мы из Питера? Это еще что такое? Какая-то дверь амбарная. Это гардероб. Смотри, какой порядок, какая чистота. Прям обувь. Простите. Привет. Здрасте. Вот это, кстати, классный формат работы. Если вам надоело сидеть, заходите сюда и можно постоять с ноутбуком. Причем постоять вот так вот, облокотившись, офигенно удобно. Ну или просто закрыть и поговорить по телефону, чтобы никому не мешать. Здрасте, Алисия. Здравствуйте. Как поживаете? Я просто супер. Вы в хорошем настроении сегодня, да? Я вся в хорошем настроении. Чем занимаетесь в Авито? Я занимаюсь развитием внутренних сообществ, я помогаю развивать Слушай, разработческие сообщества. Можно по порядку? Тут очень много умных слов постоянно звучит, мы не во всех разбираемся, честно говоря. Что за внутреннее сообщество? Внутреннее сообщество разработчиков. Так. У нас в Авито есть разные сообщества. Мы помогаем нашим разработчикам Так. состоять в небольших сообществах по стеку разработки и развивать эти стеки внутри Авито. Вот, я помогаю эти сообщества курировать, развивать и собирать новых людей в них. Зайдем издалека. Где вы этому учились? Я училась этому на практике в других компаниях, в которых работала. Но У меня университете нет вы- профильного образования по этому направлению. То есть можно отучиться, скажем, на повара и, в принципе, устроиться на Авито каким-нибудь техническим специалистом. Конечно, если очень хочется, всему можно обучиться. Как вам все вот эти прибамбасики, которые вот один из них за вами, да, Да. которые стоят по офису, они не отвлекают от работы? Нет, я считаю, что офис Авито идеальный, и я очень рада тому, что у нас такой классный офис, который помогает отвлекаться, как сейчас. А вот если человек хочет устроиться, ну вот по вашему опыту, студент или школьник, там 11 класс, какой порядок действий, как вы думаете? Я думаю, что к нам можно попасть на работу благодаря стажировкам, потому что мы развиваем это направление. Ага. Вот. Также можно приходить на экскурсии, потому что у нас также организованы экскурсии в офис. И благодаря таким Прям стажировкам- можно прийти и погулять? Организовано, да, это организует наш отдел, по-моему, обучения, который Интересно. позволяет, Да. ученикам и студентам приходить в офис, смотреть, как устроен офис в Авито, и некоторые потом мечтают о том, чтобы работать здесь в будущем. Алексей, привет. Так, давайте Привет. присядем. Так, тапочки? Да, Какие-то еще брендовые. Авито Тек. наши домашние тапочки. Подарили, что ли?
Дают при устройстве обычно welcome pack, в котором всякие прикольные штучки для начинающих, там тапочки, бутылочки, что-нибудь такое, чтобы себя как дома чувствовать. Типа как в отеле, шампуни, мочалки. Ну, наверное, примерно так. Нормально. Ну да. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что дресс-кода никакого нет? Нет, дресс-кода у нас никогда никакого не было и нет. Ну, то есть ты должен приходить в офис, ну, по крайней мере, по моему мнению, как домой, так как тебе комфортно. А удается пользоваться вот этими всеми прибамбасами? Качельки, какие-то там капсулы для сна? Ты хоть Да, раз спал в периодически. капсуле для сна? Я там не спал, но я там отдыхал. Прямо если официально захотелось. никто за это не ругает? Нет, конечно. То есть у нас нету каких-то графиков, если так говорить в общем, как таковых. Ты можешь работать как тебе угодно, когда угодно. А как, так сказать, коллеги, вот, какой возраст, из каких городов? Есть какая-то вот картина понимания, кто откуда Ну, и сколько средний возраст? по возрасту, наверное, мне кажется, может быть, 20-30, мне кажется, самый такой распространенный диапазон. То есть больше молодых ребят, очевидно. Много достаточно ребят из Питера, из Астрахани, я знаю, из Казани. Слушай, а вот сзади стоит MacBook и монитор. А где-то какие-то другие ноутбуки, а вот комп какой дают? Многие прям школьники интересуются, а что, какой комп дают? Когда я устраивался, у тебя давали список при устройстве, когда тебя оформляли. Так. На выбор либо там какой-то Dell ноут мощный, Так. либо MacBook на тот момент был 15-й, либо там еще какой-то комп, я не помню, на Linux. Прям любой можно выбрать. Да, ты просто выбирал, какой тебе нравится. Сейчас, мне кажется, больше всего MacBook'ов, ну, по крайней мере, из всех коллег, кого я вижу, у всех MacBook'и. Поэтому, возможно, больше их. Круто, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Спасибо. И, наконец-то, ребятки, стандартное рабочее место. Стулья очень удобные, но можно выбрать. Если вам нужен какой-то специальный особенный стул, ваше обращение готовы рассмотреть. У кого-то ноутбуки, у кого-то стационарные компы, у кого-то один монитор, у кого-то два. Вот здесь человеку нужно два монитора. Видите, какой порядок. Да? Вот то, что мы видели там у дизайнеров, и то, что мы видим здесь. Никто специально не следит, только если у вас нет тут чего-то сильно пахучего или чего-то такого. А так рабочее место выглядит вот так. Также на этом этаже есть спортзал. Один из двух. Вот он за нами. Сейчас посмотрим. Стульчик на место поставим. Здоровенный этаж, кстати, посвящен морской тематике. О, смотри, платная рыбалка. Спортзал. Спортзал. Вот что хотели показать. Самое-то клевое. Смотрите, ребятки, это не какой-то прикол. Мы видели это на фотках. А ну так, на самом деле. Ребятки, офигенно удобно. Прям очень классно. То есть тихо, темно, мягко. И даже есть вот, смотрите, одеялка. Даже вот подушечка есть. Авито Тех. Красота. И там своя собственная вентиляция. Вон приточная. Приятного аппетита. Извините, а где спортзал? Направо, да? А, вижу. Спасибо большое. О, не кисло. Спортзалище, я бы сказал. Ну, сделано с умом. Велотренажеры, свободные веса, разные тренажеры, штанга. И есть какая-то вот еще дверь. Ну-ка. О, здрасте. А написано «свободно». Не знаю почему. Надо что-то делать, да, с этим? А там что, как-то... Во, смотрите, настроил. Порядок? Все. Массажное кресло. Погоди-ка, туалет нашелся на этаже. Зайди сюда, посмотри. Это душ? Интересно. Да, душевая кабинка такая. То есть ты такой в душ ходил, раз такой, и тут переодевается. Прикольно. Два интересных факта. В офисе Авито 3 открытых террасы. Сезон закончился буквально вчера. Убрали всю мебель, а до этого было прям классно. Второй интересный факт. Внутри и снаружи более 2000 растений, а ухаживает за ними девушка по имени Накия. Да нет, не так. Вот так вот. Да, такое имя официально. Красивое, правда? Ну, видок что надо. Смотри, 15 этаж. Вероника, здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимаетесь в Авито? Расскажите нам. Я являюсь дизайн-лидом
вертикали услуг. Как-то у вас очень сложно называются все должности. Вот конкретно, что вы делаете каждый день? Можно спросить? Извините за дурацкий вопрос, но вот публике так будет понятнее. Я веду рекламные кампании, Так. разные, большие, все, что на телеке вы видите. Так у нас я недавно была снимаю. реклама Авито. Это не связано с этим выпуском. Ну, возможно, либо мои коллеги в Так. этом участвовали, либо, может быть, даже я, но я просто не знаю, о То чем. есть вы рисуете или придумываете? Больше, наверное, придумываю Ага. и даю комментарии разным подрядчикам или коллегам о том, как лучше сделать тот или иной продукт. Как вы этому учились? Профильное образование? Да, много Если не секрет. всего. У меня было сначала рекламное образование, после этого я училась в британской высшей школе дизайна Так. на британском бакалавриате. Вот, после этого были разные курсы. В общем, это длинная история, начиная, не знаю, лет с 15. А скажите, вот то, что находится в офисе, вот эти лошадки всякие, овечки, от работы не отвлекает? Мне, наоборот, помогает, потому что я занимаюсь дизайном, и я такой нестандартный офисный человек, который может с 10 до 7 посидеть на стуле ровно. И мне очень важно отвлекаться, важно немножко теряться. Мне очень нравится, что можно работать в разных зонах, в которых я хочу. Плюс еще это возможность хорошая познакомиться с коллегами, постоянно быть вот в этом нетворкинге, в общении, которое очень полезно потом и для работы, и для души, на самом деле. Ну вы все успеваете? Вот за вот этими отвлечениями, потеряться и все прочее. Начальник не придет и скажет: ты где была, прошу прощения, весь день, да? У нас нет такой системы, когда злой начальник сидит и смотрит, вот кто встал со стула, а кто нет. Так, интересно. У нас, как-то, наверное, и подбираются сотрудники по такому принципу, что они ответственные, и ты, конечно, можешь там плюс-минус как хочешь планировать свой рабочий день, там в зависимости от своих циклов рабочих, как тебе вот, там вот как-то, не знаю, как это удобнее, но потом придут и спросят. То есть важно, чтобы ты сделал результат. Вот сейчас вопрос мне придумался, немножко странный и не в тему, Так. но в комментариях часто об этом пишут. Если завтра вам скажут: идите-ка работать на завод или Так. швеей, Так. для вас это будет шок и испуг, как многие думают, или вы спокойно пойдете это делать? Я пойду, только мне надо знать, почему я туда пойду. Вас не пугает, скажем, вот работа на заводе швеей, допустим? Классно шить же. Я же Вот. дизайнер. А в комментариях многие пишут, что эти офисные ничего не умеют. Нет, я все умею, и более того, вот, что говорить про такие всякие вещи рукодельные, там, все-таки я дизайнер, и я училась в британке, и поэтому там было куча мастерских, и мы создавали проекты руками, там я сама могу работать, не знаю, выпиливать по дереву очень классно, делать 3D-конструкции, я могу с глиной работать, могу шелкографию делать, там всякие разные виды печати, то есть это проекты, которые я реально сама своими руками делала, вот, и я знаю процесс как на деле, так, то есть умею работать как руками, так и в концепте, вот. Очень круто. Огромное вам спасибо. Спасибо. Приятно было пообщаться. Спасибо. Спасибо. Так, у нас остался второй этаж здания. Кстати, самый домашний этаж из всех. Очень тут приятно находиться. Несколько интересных фактов, которые мы еще не назвали. Это соцпакет обязательно для всех сотрудников, медстраховка, бесплатные обеды или в офисе, когда будет достроена столовка, или компенсация обедов, а также... Здрасте. Для некоторых компенсация мобильной связи. Оплачивают также посещение тренингов, курсов и конференций. И еще один интересный факт. 50%, плюс-минус сотрудников предпочитают гибридный формат работы. Скажем, пару дней дома, а 3 дня в офисе. И то даже без какого-то специального времени. Как придете, так придете. Главное — показать результат. И теперь самый важный дисклеймер и просьба. Это обзор офиса. О том, как устроено современное пространство. Чтобы это все придумать, сделать, организовать, работала куча людей, которые даже близко не имеют отношения к Авито, просто не постарались сделать вот так вот красиво. О том, как работает компания Авито, это немножко отдельная история. Мы, может быть, сделаем об этом отдельный выпуск. Это обзор офиса. И с удовольствием почитаем ваши адекватные, вежливые комментарии. Вот это вот классная штука. Потестим еще. Минут 15 у нас есть. Кстати, двухместные. Очень даже неплохо. Ждем ваши комментарии. Вежливые комментарии. Увидимся. Пока. Красота.